Здравствуйте, в эфире программа «Трибуна», в студии Владимир Нестеров. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Челябинской области Ирина Гехт. Ирина Альфредовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами обсудим текущую повестку дня, основные, вернее, новейшие законопроекты, которые сейчас рассматриваются нашими парламентариями. В частности, я знаю, что совсем недавно представители вашего региона, Челябинской области, предложили перераспределять налоговое отчисление от продажи спиртного. Расскажите подробнее, в чем заключается эта инициатива и как к ней отнеслись ваши коллеги. Ну, на самом деле, к этой идее мы пришли, когда в результате тех реорганизаций, которые прошли в рамках и Росалкогольрегулирования, у нас были закрыты практически все заводы, да, и мы потеряли достаточно существенные средства в бюджете, которые шли от акцизов. Ну и, наверное, самым болезненным было это закрытие Балтики, которая давала в бюджет более 3 миллиардов. То есть, конечно, это была существенная потеря для региона. И когда мы стали анализировать ситуацию, то выяснилось, что до определенного времени распределение акцизов было на алкоголь и спиртосодержащую продукцию было в соответствии с потреблением в субъектах, да, и это было справедливо. В принципе, такое же распределение действует сейчас в отношении нефтепродуктов. Да? А потом ситуация поменялась, и я думаю, что это было пролоббировано определенными компаниями, и сегодня налоги на все это потребление получают регионы, где производится эта продукция. Это всего 10 регионов на территории Российской Федерации, которые получают эту львиную долю с акцизов, которые платит население. Поэтому мы вышли с таким предложением, что было бы справедливо распределять налоги в соответствии с количеством проданной в субъекте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Тем более, что сегодня та внедренная система автоматизированного учета позволяет отслеживать, сколько было в продаже спиртного на территории того или иного субъекта. Мы, конечно, понимали, что это достаточно революционное предложение, оно вызовет недовольство прежде всего тех субъектов, которые будут терять эти поступления, но тем не менее большинство субъектов нас поддержали, это порядка 46 субъектов, которые за счет этого перераспределения получают дополнительные расходы. И это, наверное... словами, я вас сейчас на секундочку прерву, чтобы нашим слушателям было понятно, иными словами, то есть если налогоплательщик в отдельно взятом конкретном регионе, будь, например, допустим, в Тульской области, да, покупает алкогольную продукцию, чтобы эти отчисления шли в бюджет Тульской области, а не того региона, который произвел ту или иную алкогольную продукцию. Да, и даже первый зам председателя комитета, господин Петров, он говорит, справедливо, потому что мы стараемся, пьем в регионах, да, а деньги уходят непонятно куда, значит. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти деньги оставались у нас, но тут это вызвало массу шуток, да, там вызывать глав и спрашивать, а сколько ваш муниципалитет выпил, надо еще постараться, значит, чтобы повысить налоговые поступления. Но это, конечно, шутки, но на самом деле это же деньги, идущие и на систему здравоохранения, и там на систему реабилитации той же, о которой мы говорим. Поэтому, конечно, мы за то, что это более справедливая система. И, кстати, большинство коллег, если даже первоначально предлагалось все-таки исключить это из решения комитета, то в итоге обсуждения это предложение было включено для того, чтобы внести его уже на уровень правительства для дальнейшей проработки и обсуждения. Понятно, что это будет не 2016 год, поскольку бюджет уже сформирован, и понятно, что эти изменения приведут и к перераспределению тех трансфертов, которые пойдут из федерального бюджета, но тем не менее это на самом деле более справедливая система, на которой мы настаиваем.
Ирина Альфредовна, вот совсем недавно в Совете Федерации успешно завершились Дни Челябинской области, и в рамках этих дней, разумеется, представители вашего региона участвовали в различных обсуждениях на разных комитетах Совета Федерации, обсуждали проблемы. Много говорилось о способах сохранения окружающей среды, и это неудивительно, ведь и Челябинская область это один из промышленных локомотивов Российской Федерации, ну и только в самом Челябинске, насколько я знаю, и около него расположено порядка 20 крупных предприятий. Вот, расскажите подробнее об вот этом направлении, были ли какие-то инициативы и о чем говорится? Ну, вообще хочу сказать, что, наверное, все дни субъекта, поскольку Комитет по агропродовольственной политике и природопользованию, чаще все-таки рассматривались вопросы сельского хозяйства. И если говорить в целом о работе, то, наверное, все-таки крен в работе комитета, он такой сельскохозяйственный. Здесь мы, так сказать, взвесив все за и против, решили, что с сельским хозяйством мы на самом деле, как промышленный регион, справляемся более чем успешно, обеспечивая там себя по основным видам продовольствия, даже более чем нужно. И об этом говорил губернатор в своем выступлении. Мы сегодня занимаем первое место в России по производству макарон, второе по производству мяса птицы, там, яйца, и таких лидирующих позиций очень много, да, по различным группам товаров. Поэтому здесь мы решили, что мы справимся своими силами, хотя, конечно, были у нас вопросы и предложения к Минсельхозу, и для нас все-таки ключевым является вопрос экологии, поскольку и для жителей области это вот уже некая такая накопленная тема, которая, с одной стороны, и порождает радиационные фобии, да, о чем мы с вами там неоднократно говорили, это было связано с последствиями аварии на производственном объединении «Маяк». И это связано уже с тем накопленным экологическим ущербом, который сложился в регионе вот в силу его промышленного уклада. Мы сегодня говорим о том, что в Челябинске практически в каждом районе города находится крупнейшая промышленное предприятие, которое вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды и далеко не позитивный. Ну и плюс современные условия, рост числа дорог, автомобилей, это все усугубляет ситуацию и приводит к тому, что вот впервые, наверное, за многие годы появился смог над городом. Это еще добавил Коркинский угольный разрез, где начали гореть пласты в силу того, что уже его разработка заканчивается, надо решать вопрос рекультивации, и мы это не сможем сделать самостоятельно, ни собственник, ни субъект. То есть в любом случае здесь нужна поддержка федерации для того, чтобы решать эту колоссальную проблему. Это самая глубокая яма в Европе, да, вот по масштабам. И, естественно, рекультивация потребует не 1 миллиарда и даже не 1 десятка миллиардов. Мы говорили про Карачай, тогда стоимость это была 17 миллиардов, но здесь практически те же масштабы. Естественно, здесь нужны уже федеральные программы и федеральная поддержка. Но и более того, ситуацию накалила планируемая к строительству и к разработке месторождения медных руд, которая находится в 20 километрах от Челябинска. То есть это еще там при недобросовестности многих общественных организаций, нагнетающих напряжение социальное, да, привело к тому, что вот население стало возмущаться, и мы выступили с инициативой того, чтобы вот аналогичные крупные проекты, да, проходили комплексную экологическую экспертизу, которая бы включала абсолютно все стадии производства, вот от первого колышка до сбыта там конечной продукции. Кстати, как это делает Росатом, абсолютно в отношении всех своих производств, и примеры этому есть. А сегодня законодательство об экологической экспертизе предполагает эту возможность, но только с 2018 года. Конечно, нас такая вот оттяжка по времени, она не устраивает, и мы просили, чтобы все-таки в отношении таких проектов, которые относятся к первой категории, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов, вот этот срок был сдвинут на 2017 год для того, чтобы эти проекты проходили комплексную экологическую экспертизу. Сейчас они могут проходить экологическую экспертизу
экспертизу по частям. То есть вот, допустим, у того же Томинского ГОКа есть экологическая экспертиза там на выщелачивание, на хвостохранилище, это все вот отдельно взятые части. А каким образом это в целом повлияет на экологию города, здесь никто сказать не может. И поэтому здесь область взяла на себя эту задачу, проведя соответствующий конкурс и заказав такую комплексную экологическую экспертизу, которая будет готова вот к июню текущего года, для того, чтобы население уже имело объективную информацию, насколько это скажется на уровне загрязнения воздуха непосредственно в мегаполисе. Поэтому здесь вот мы говорили о том, что да, надо признать, что область имеет накопленный экологический ущерб, на то, что она должна быть включена в государственные программы с точки зрения ликвидации этого ущерба. И, соответственно, должно быть изменение в законодательство, касающееся прохождения комплексной экологической экспертизы для таких крупных проектов, которые на самом деле могут оказывать вред на экологию окружающей среды.